7 часов автономности на 50% громкости без активированного шумодава. 9 пар сменных амбушюр в шикарной упаковке. Программа с 22 пресетами эквалайзера, бокс-слайдер из софт-тач пластика, темный синий. Но люфтит и внутренность царапается внешней крышкой. Беспроводная зарядка бокса в наличии. Правда, софт-тач покрытие точно слезет и, скорее всего, скоро. Хорошие микрофоны, отличный активный шумодав, но функция прозрачности поможет не попасть под машину, но разговаривать с человеком в наушниках очень проблематично даже с активированной данной функцией. В целом, позитивная модель, у которой море нюансов. Tube 769, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 5 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много, все условия в описании. А сегодня я расскажу вам об отличных беспроводных наушниках Anker Liberty Air 2 Pro. Вот так анкера идут по пути удлинения названия. И эти Air 2 Pro являются продолжением версии Air, как вы уже поняли, и по внешнему виду, и по содержанию. И сходу уши я покупал на Алиэкспрессе, именно поэтому, в отличие от версии для России, у меня больший комплект амбушюр в стоке. Более новая прошивка и нет дырки на тач-панели. У глобалки она расположена в верхней части ножки. По прошивке глобалка обычно отличается от нашей версии на одну. По функционалу вообще не отличаются. Коробка шикарна, комплект великолепен. Один кабель Type-C с креплением чего только стоит. В моей документации от глобалки все на английском. Внутри бокса сами наушники, кейс для зарядки, инструкция, кабель Type-C и 9 пар сменных амбушюр. По мне довольно хорошего качества, но многим они кажутся слишком мягкими. Что однозначно, при вскрытии вы просто очумеете выколупывать из пластика сами наушники. Но помните, повредите упаковку, будет проблема наушники сдать обратно, если они вам не зайдут. Вскрыли, обрадовались качеству ушей из бокса. Кейс открывается по принципу слайдера, как и в другой модели этой фирмы Soundcore Liberty 2 Pro. Это одна из самых релаксирующих крышек, можно залипнуть не на шутку, задумываясь о чем-либо. Но люфт у крышки непростительно большой. Как бы приятно не было, думаешь о ресурсе этой радости и останавливаешься в своих щелканьях. В любом кармане кейс помещается без проблем. Очень они сделали его компактным. Вес и размеры вы сейчас видите на экране. Кейс, кстати, при всей его компактности имеет емкость всего в 500 мАч при загрузке и 370 мАч при выгрузке. Такой вот лайфхак, чтобы показать цифры покрасивее. Кейс способен зарядить наушники 2 раза полностью с небольшим хвостиком. Есть быстрая зарядка 15 минут в кейсе, потом выдают вам 3 часа на 50% громкости. Есть также рекомендации использовать наушники минимум раз в 3 месяца и еще много всего в инструкции, чтобы производитель мог себя обезопасить. Заряжается бокс бодрых 3 часа, сами наушники имеют емкость 55 мАч и с 0 до сотки заряжаются за 2 полных часа. Заряд бокса можно узнать только по 3 диодным индикаторам, в программе он не показывается, во всяком случае на данный момент. И даже у наушников процент заряда в проге не виден, просто видна примерно оставшаяся емкость графически. Благо в некоторых телефонах виден еще заряд в процентах. Программа под наушники есть как на андроидах, так и на iOS системах. Подключаются и обновляются уши просто и быстро. В проге почти все на русском, и так как это уже 6-я их модель у меня на тестах, я думаю, вы прекрасно знаете, что там имеется. Обзоры на самые топовые, по моему мнению, их наушники вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Их я однозначно рекомендую. Ну а из главного, в проге вы можете обновлять прошивку, менять режим активного шумоподавления, который здесь по мне довольно хорош, активировать функцию прозрачности, которая по мне здесь для мебели, персонализировать наушники, и это сделать обязательно. Потратьте 2 минуты своей жизни для того, чтобы получить лучший звук из того, что они могут выдать. Выбрать предустановленный эквалайзер или сделать его под себя. 22 пресета все еще в программе, так что вы можете не думать, а просто тыкать и подбирать относительно того, что вы слушаете. Также вы можете прочитать там еще раз инструкцию и провести тест прилегания наушников, чтобы подобрать правильные амбушюры. Если вы не подберете правильные амбушюры, вы его не пройдете. В наушнике встроены 6 микрофонов для активации функции активного шумодава ANC. Bluetooth 5 версии, кодеки только стандартные AAC и SBC, которых по мне здесь хватает. Кейс поддерживает беспроводную зарядку форм-фактора QI. Кейс заряжается от ЗУ напряжением 5 вольт, силой тока 0,5 ампера. Это опять указано на кейсе, то есть быстрой зарядки по логике у кейса
нет, хотя на официальном сайте, опять же русском, указана поддержка Qualcomm Quick Charge. Вот такие вот противоречия, хотя может я чего-то и не понимаю. По заявлению производителя, драйвера здесь особой жесткости, с 10 нанослоями чего-то там, по технологии Pure Note. Не особо важно, ведь вам важен конечный продукт, а конечный продукт здесь звук. Подключаются наушники к ранее сопряженному устройству автоматически, сразу же после открытия крышки. Кнопку для сброса наушников на кейсе многие, не прочитавшие инструкцию, просто не замечают, а она вам может понадобиться. Громкость достаточная, но максимальная меньше, чем в предыдущей модели, по ощущениям на процентов 15-20, и на максималках наушники не хрипят. Наушники автоматически выключаются через полчаса бездействия или после того, как вы поместите их в бокс. На данный момент с сенсоров их не отключить. Диоды в наушниках при работе не мигают. Сборка всего и вся меня очень порадовала. Шик, блеск, красота. Единственное, с бородой такую конструкцию будет носить не особо удобно. Ножки будут неприятно елозить по волосам и мешать вам при разговорах. Мультипоинта, к сожалению, здесь нет, и я не верю, что он появится. Переключение между правым и левым наушником абсолютно бесшовное. Убираете левый в бокс, правый все еще продолжает играть. Убираете правый в бокс и вытаскиваете одновременно левый, левый все еще играет, пока вы донесете его до уха, однозначно музыка продолжится. Очевидный минус еще: с большими, чем максимальный комплектный размер амбушюрами, наушники в кейс не укладываются, они туда просто не помещаются. Запихать их, конечно, можно, но заряжаться они однозначно не будут. По моим ощущениям, наушники необходимо прогревать часов 12 до того, как вы начнете их по полной тестировать. Хотя я допускаю, что это у меня эффект плацебо и завышенные ожидания от данного продукта, учитывая его стоимость. Сенсоры программируются, одиночные нажатия не работают, поэтому нет ложных нажатий. Можно повесить максимум 4 из 7 предложенных функций. Из функций на выбор это изменение громкости, перелистывание треков, плей-пауза, вызов голосового помощника. На моем Huawei P40 Pro это дело не поддерживается, и изменение режимов шумоподавления, либо отключение его. Bluetooth, как я и говорил, 5-й версии, через две стены из гипсокартона на расстоянии около 10 метров от источника уже начинаются обрывы связи и заикания. Фризов и отвалов в обычной работе рядом со смартфоном у меня на тестах не было даже при нахождении в электричке. Заметной задержки в YouTube и играх нет. Вот вам пример их работы. Сенсоры приближения отрабатывают хорошо, автопауза встает без проблем. Повторяю, ее здесь, кстати, можно отключить программно. Единственное, там не написано автопауза или сенсоры приближения, там написано для тех, кто включает голову. Длинной фразой о воспроизведении при последующем изъятии наушников из ушей. Отключается она, конечно же, в программе, что довольно удобно. Шумодав CVC для микрофонов работает странно, микрофоны по мне лично отличные, но я разговариваю громко. С другой стороны, довольно много отзывов пользователей, которые жалуются на довольно тихий звук микрофонов при разговорах, хотя я допускаю, что они тестировали наушники для русского рынка. Вот вам пример работы микрофонов. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Soundcore от Anker Liberty R2 Pro в помещении. Прямо напротив меня стоит компьютер, который довольно громко шумит. Сейчас я подхожу к окну, открываю окно, там, скорее всего, кричат дети. Нет, дети особо не кричат, но ветер, во всяком случае, прилично шумит, так что если вы по каким-то причинам его слышали, значит, это плохо, значит, шумодав плохой. Если вы его не слышали, сейчас я закрываю окно, значит, шумодав ничего. Хожу по полу в тапочках, тапочки скрипят довольно сильно. Вот так примерно вас будет слышать собеседник в не полностью пустой комнате, но в комнате, в которой я записываю аудио для своих роликов, поэтому вы как понимаете, что здесь не самая худшая акустика, но и не лучшая на данный момент. По мне микрофоны хороши. Все, с кем я общался, не видели разницы между этими микрофонами и микрофоном, собственно, телефона, пока я с ним не говорил. Разговариваю по наушникам беспроводным.
И это довольно большая редкость, хотя у анкеров, в принципе, с микро все очень часто неплохо. По звуку. Громкости в большинстве случаев более чем достаточно. Мне было однозначно достаточно всегда. Детализация максимальна для такого размера наушников и форм-фактора затычек. Все инструменты различимы, звуковая сцена довольно широкая, и басы и средние частоты здесь присутствуют. Высокие частоты по мне слегка урезаны, притом не за счет средних, а просто урезаны. Белого шума, как в Anker 2 Pro, здесь нет. Если брать стоковое звучание, упор здесь в бас. При прослушивании с включенным шумодавом поймал следующий лаг. Прижимая посильнее наушники в ухо, проявлялся высокочастотный свист. Не у всех это происходит, и это связано, как я выяснил, именно с активным шумоподавлением, так как, отключая шумодав в настройках, свист пропадает, сколько я не вжимал в ухо наушники. Притом это работает не всегда. И чтобы не было голословным, в стоке из беспроводных наушников дешевле, значительно лучше по мне звучат Meizu Pop Pro. Обзор на них в правом верхнем углу экрана. Ну а в ту же стоимость в правильных руках однозначно лучше будут звучать Soundcore Liberty 2 Pro. Хотя они по мне менее комфортны по габаритам. Больше 400 пар наушников я протестировал, больше 200 пар обзоров на канале. Из этого я выбираю те две модели, если сравнивать по стоимости с этой. И помним, звук вещь субъективная. Главное здесь, хрипов нет, громкость для меня более чем достаточно, и сборка с внешним видом просто супер. Хотя посадка не идеальна, для маленьких ушей однозначно не подойдет, а для больших ушных раковин сложно найти амбушюры, чтобы они еще и в комплектный кейс поместились. И тем, кто первый раз смотрит вообще обзор на беспроводные наушники-затычки, напоминаю, накладные беспроводные наушники звучат в 99% случаев за ту же стоимость лучше. Вот, допустим, у Anker есть модель Q30, вы можете посмотреть обзор на нее по ссылке в правом верхнем углу, она звучит намного лучше, чем эти наушники, хотя стоит на 40% дешевле. Цена по ссылке в описании к видео в районе $119 на R2 Pro, если применить купон продавца и один из промокодов из моего телеграм-канала со скидками по ссылке в прикрепленном комментарии. Резюмирую. Советую, если вы послушаете глобалку. По отзывам, русская версия слишком во многом проигрывает, в том числе в цене. Выглядят наушники классно, носить удобно, микрофоны лично для меня показались суперские, но это по сумме качеств. Что взять для звука, я вам уже сказал. А вообще в правом верхнем углу экрана есть ссылка на мой топ-10 наушников дороже $100. Посмотрите, если вам будет интересно. Там есть модели намного вкуснее и дешевле. Завтра обзор на старичка Huawei P40 Lite, в воскресенье стрим с лицом и распаковкой кнопки YouTube. Спасибо за просмотр, девайсу да или нет, пользы даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.